уже непосредственно к рынку недвижимости. Итак, давайте традиционно напомню вам, что на Кипре существует классификатор недвижимости. Так сказать, от застройщиков это А и Б классы, там еще Б плюс есть. Как гласит молва от компаний-застройщиков, это жилье, которое построено в зданиях, сооружениях, квартиры, апартаменты находятся, которые выполнены из эффективно сберегающих тепло материалов. То есть это новые современные материалы, как правило, это жилые комплексы, которые имеют свою территорию, территория благоустроена, естественно, имеется, в общем-то, там бассейн и всякие разные там моменты, связанные для отдыха. Это новое жилье, будем называть это так, договоримся с вами. А вот старое жилье – это отдельно стоящие здания, сооружения, которые относятся к классу С, Д, Е, Ф. Мы сейчас говорим о многоквартирных домах, то есть мы не говорим о виллах там, с сумасшедшими стоимостью там, квадратного метра. Да? То есть мы говорим о новом и о старом жилье. Кстати, я проживаю в старом жилье. Это дом, аутентичный греческий дом, 4 квартиры всего, и у каждой квартиры есть отдельный выход. То есть вот я имею отдельный выход и участок земли, наверное, не знаю, там сад, ну, наверное, около 20 метров. То есть вполне себе такое жилье достаточно, как мне нравится. Лучше, по крайней мере, мы ходили, смотрели новое жилье. Но жить в апартаментах, там, в четырехэтажной, самые большие жилищные комплексы, 4 этажа, где, в общем-то, достаточно много людей живет, и ты зависишь от многих моментов, там, от соседей, шумные, не шумные, то в нашей ситуации мы живем просто автономно, хотя дом считается многоквартирный, но еще раз повторюсь, на 4 отдельных выхода. Итак, в данном слайде говорим о новом жилье. Новое жилье за месяц подорожало на 0,18%, показываю вам на карте. И средняя стоимость квадратного метра, также на карте смотрим, 2803 евро. Вы также можете посмотреть вот это внизу административно-территориальное отделение, на которое делится сам город, муниципалитет Пафос. То есть это ну, районы, исторически сложившие названия, которые свои имеют, или же массивы, где проживают греки-киприоты. Конечно же, еще раз повторюсь, вы можете посмотреть по локации, насколько сильно отличается стоимость квадратного метра. Ну вот хочу вам просто показать ради примера. Самая дорогая недвижимость – это Ката Пафос, это часть прибрежная, вот так я ее показываю здесь, да, буквально прибрежная часть, недалеко от моря, первая линия, назовем так это. Но, друзья, я не знаю, там достаточно ветрено зимой, и вот за счет моря, ну, не хочу сказать прохладно, но, так сказать, неуютно, и влага, достаточно такая серьезная влага, поэтому все истинные, так сказать, греки, киприоты, которые местные, они живут выше в горы. Там более, так сказать, комфортные условия и зимой, и летом в том числе. А в качестве туристов, да, вот это Ката Пафос очень развитый район. Видим по стоимости 3539 евро за квадратный метр. Это новое жилье. Я живу Tombos of the Kings, это вторая линия, улица Ката Перволя называется. И здесь мы видим, что стоимость уже 3423 евро за квадратный метр, хотя до моего дома 900 метров, я посчитал, до моря, да, и с пригорка прямо видно море, то есть не совсем, так сказать, далеко, назовем так. Ну и дальше вы можете сами посмотреть. Муанталос – это интересный достаточно район, это старый город, он находится недалеко от того места, где я живу. Там небольшие такие одноэтажные дома, узкие улочки, в общем, там практически садов нету. Ну, я так понимаю, да, кстати, там мечеть достаточно интересная, 13 века, по-моему, да, 13 века, неработающая мечеть.
В следующем видео покажу ее. И видим самое дешевое жилье. Здесь у нас 1925 евро за квадратный метр. Да, есть еще Авангарес, Анна Варгас, я прошу прощения, Анна Варгас район. Но это тоже вот где-то вот здесь он находится далеко, даже, наверное, вот, да, в середине где-то вот города. Здесь тоже достаточно бюджетно, там, назовем так, жилье. Итак, еще раз повторяюсь, что на 0,18% выросла стоимость квадратного метра нового жилья. Смотрим, что произошло с новым жильем в течение одного года. Период исследования февраль 2025 год. Видим, что 2838 евро стоимость квадратного метра. И в феврале 2026 года это 2803 евро за квадратный метр. Что, собственно говоря, показало нам снижение за год минус 1,25%. С чем это, друзья, связано, я разбирал в предыдущих видео, еще раз напомню. Я, в общем-то, как человек, который очень хорошо понимает факторы, которые влияют на развитие рынка недвижимости, у меня богатый опыт по Украине, я взял следующие показатели, характеризующие состояние рынка. То есть я посмотрел, сколько живет людей в городе, муниципалитете Пафос, это 110 тысяч населения. Взял, значит, посмотрел, сколько обслуживается, ну, есть в эксплуатации жилья. Сейчас не помню точно, не буду говорить цифру, да, можете посмотреть, в предыдущих слайдах есть. Ну и, конечно же, посмотрел по предложениям, сколько было выставлено предложений для продажи. И вот, друзья, закономерность заключается в том, а наука занимается тем, что она выявляет закономерности на протяжении там, определенных периодов времени. Так вот, закономерность за прошедший 2025 год заключается в том, что выборка, а это уже ну, данные, которые я получаю благодаря программному обеспечению Olymp News. У меня есть патент на данный продукт и авторское право зарегистрировано, естественно, в Украине. Так вот, друзья, что мы увидели, и я увидел, что наибольше всего предложений за 2025 год было именно в городе, муниципалитете Пафос. То есть вот это большое количество объектов жилой недвижимости, которое было выставлено на продажу, это и сыграло вот эту, такую сказать, ну, злую шутку, не злую шутку, но законы спроса и предложения никто не отменял. То есть предложений много на рынке недвижимости, а спрос небольшой. И, соответственно, мы видели, как стоимость квадратного метра медленно и уверенно стала снижаться. Ну вот первый месяц у нас февраль, где мы незначительные колебательные процессы в сторону увеличения увидели. Итак, друзья, переходим к следующему слайду. Здесь мы говорим о старом жилье, апартаменты C, D, E, F, также Пафос. Видим здесь рост плюс 0,21% за месяц. И средняя стоимость квадратного метра 2563 евро. Посмотрите, я случайно на карте оставил новое и старое жилье. Вы видите, что разница, ну, кругом-бегом почти в 300 евро между новым жильем и старым жильем. А с учетом того, что новое жилье, оно больше по площади, то в целом стоимость квартиры значительно превышает стоимость в целом квартиры старого жилья. Также, друзья, можете посмотреть по локациям, которые вас интересуют. Внизу экселевские данные, все это по районам, так сказать, или ценовым зонам, еще картографы называют это так. Вы можете посмотреть, насколько подорожала недвижимость, в данном случае старое жилье. Смотрим, что произошло за год, друзья, со старым жильем. Период исследования февраль 2025 год это 2591 евро. И февраль 2026 год 2563 евро, что показало нам динамику за год снижения минус 1,11%. То есть как новое, так и старое жилье, друзья, что показывает пока динамику снижения, но мы видим старое жилье уже как 2 месяца показывает динамику роста, а новое жилье только в этом месяце, в феврале, стало показывать положительную динамику. А весь 2025 год мы видим, наблюдаем вот такую отрицательную динамику. С чем это связано? Ну, повторяться не буду, я уже как бы вам высказал свое всего лишь предположение.
Следующий слайд посвящен